Читы и читеры в Блиц. Действительно ли их так много, чтобы бить тревогу? Это видео является просто ознакомительным. Я хочу ознакомить игроков с запрещенными модификациями и читами, чтобы уберечь их от блокировки аккаунта. Я не призываю использовать запрещенные модификации и читы. Как вы знаете, это запрещено. В этом выпуске я вам расскажу про читы, запрещенные модификации, игру глазами читера, преимущества читов, недостатки и последствия их использования. Внимание! Если я не назвал и не рассказал про какой-нибудь чит в игре, это не значит, что он разрешен и им можно пользоваться. Я просто забыл о нем рассказать. Итак, читы — это программы, которые внедрялись в процесс игры. Читы позволяют получить преимущества в игре. Наверное, многие игроки знают про виды читов от других блогеров, но я расскажу вам про самые новые и необычные читы, от которых я был в шоке. Недавно в рекомендациях YouTube стал попадаться видос, на котором Яга Е100 в начале боя, а хотя, что там говорить, вы просто взгляните на это. В начале боя наш герой на Яге Е100 подлетает и летит в сторону вражеской базы. Приглядитесь, это не гравитация, это обычный бой. Яга светит противников и дает смачный шапалах прямо в ИСа. Я просто в шоке. Это выглядит необычно и неестественно. Это то же самое, что и летающие машины в PUBG Mobile. А данный чит называется FlyHack. Также при активации чита снизу пишется, что FlyHack активирован. Погнали дальше. От следующего чита я был тоже удивлен, ведь он увеличивает модельки танков в игре. Можно играть на мили-пизерном танке, а можно на гигантском. Правда, особого преимущества этот чит не дает, ибо при увеличении танка коллизии у него нет. Это просто визуальная приколюха. Преимущества этот чит не дает. Давайте теперь я вам быстро расскажу про запрещенные моды и читы, от которых вы словите срочно шапалах от разработчиков, и перманентный бан аккаунта. Первое. 3D-шкурки с расположением модулей и экипажа. Данная модификация заменяет игровые модельки танков на более упрощенные. С этим модом у вас будет большая вероятность пробить броню и взорвать БК. Второе. Измененный вид трассеров. Данная модификация заменяет стандартный вид трассеров, изменяет их цвет или добавляет задержку времени исчезновения трассера. Третье. Чит Тундра. Данная модификация удаляет листья на деревьях и кустах, тем самым немного улучшая обзор. Преимущество. Карта лучше обозревается и легче высматривать уязвимые места у противников. Четвертое. Лазерный прицел. Красная линия, выходящая из ствола орудия. Данная модификация добавляет лазерный прицел, выходящий из орудия танка. Он позволяет точнее выцеливать мелкие башенки и другие уязвимые детали вражеского танка. Пятое. Модификация, показывающая перезарядку вражеских танков. Эта модификация добавляет информацию о перезарядке вражеских танков на карте, боевом чате или в маркере над танком. Шестое. Модификация, показывающая место выстрела незасвеченной техники. Данная модификация отмечает на карте место обнаружения, которое не было обнаружено танка, выстрела техники, которая еще модификация. Седьмое. Модификация, отображающая контуры вражеских техники за препятствиями. Данная модификация постоянно показывает контуры вражеской техники за заборами, домами, холмами. Данным модом пользовались игроки, играющие на птурах. Они невероятно круто накидывали ракеты за холмы, но вскоре птуры убрали с обычного рандома, так как они очень имбовали. Ну что по итогу? Читов в игре не так много, но они и есть. Возможно, я рассказал не о всех читах и модификациях, о которых я знаю. Напишите в комментариях, какие читы и моды я забыл включить в этот выпуск. И напишите свое мнение о читах. Встречали ли вы вообще их в рандоме? Лично я не встречал. Для создания этого видео был использован ресурс Forum от Blitz. Все статьи и видеоролики будут указаны в описании под видео. Спасибо, что досмотрели, а с вами был Стас, и вы смотрели видео на канале Стопандас.